Друзья, всем привет! В этом видеоролике расскажу вам, как получать хорошие результаты от антицеллюлитного массажа. Когда к вам приходит человек на первый сеанс, важно с ним закрепить цель. То, с чем он пришел и чего он хочет. На первом сеансе вы ставите цель. Потому что часто они приходят и говорят: я хочу сколько-нибудь где-нибудь похудеть, ну вот убрать здесь целлюлит, здесь подтянуть бока и так далее. Но сколько-нибудь где-нибудь — это не твердый результат, то есть это что-то такое абстрактное, не имеющее какого-то подтверждения. А цель мы ставим каким образом? Первый вариант: если у человека есть объемы, мы его измеряем портной лентой, замеряем талию, замеряем ягодицы, бедра и так далее. Если у человека нет объемов, допустим, и стадия целлюлита только начальная, то важно сделать фотографию до и после. Вот как примерно у меня здесь показано. Делайте фото до, делайте фото после. И обязательно проговаривайте, сколько вы хотите похудеть, сколько вы хотите убрать объемы. Но мы сейчас дойдем до того, что массаж помогает похудеть только массажисту. Об этом многие знают. Поэтому на первом сеансе ставим цель. Допустим, если человек у вас имеет объемы, то важно поставить цель на объемы. И в среднем за курс минус 5 сантиметров. То есть это сумма с талии. Допустим, с талии мы снимаем 1 сантиметр, с ягодиц 2 сантиметра и с бедер также 2 сантиметра. И в сумме мы получаем 5 сантиметров. И это неплохой результат, к которому нужно стремиться. Если человек получит такой результат во время антицеллюлитного массажа, он точно будет доволен. Вот это первое, что нужно сделать. Поставить цель, проговорить ее, зафиксировать где-то и так далее. Если же, конечно, у человека нет объемов, то фотография до и после тоже будет результатом. Во-первых, он останется у вас. Во-вторых, он будет у клиента как подтверждение того, что он сделал достаточно хороший результат. И ваша работа не прошла зря. Второе, то, что важно учитывать. Это образ жизни человека, то, какой жизнью человек живет. Потому что примерно 80% результата и вашего успеха в процессе антицеллюлитного массажа зависит именно от вашего клиента, а не от вашей работы. Потому что вы можете вкладываться на 100-110%, но если человек ведет образ жизни такой же, как и вел до массажа, то результат будет, но он будет незначительный. Особенно это касается тех людей, кто имеет лишний вес, кто там к 3-й стадии целлюлита склонен и так далее. Поэтому обязательно скорректируйте образ жизни. А образ жизни состоит первоочередно это из режима дня. То есть нужно скорректировать сон и бодрствование. Потому что если человек мало спит, мало отдыхает, не высыпается, то у него, скорее всего, нет сил на физическую активность, а ее нужно повысить во время курса антицеллюлитного массажа. У него плохое настроение, которое приводит к потреблению каких-то энергетиков, кофе, сладкого и так далее, для того, чтобы как-то простимулировать свою нервную систему. И у него меняется физиология, меняется и гормональный фон, меняется и работа пищеварительной системы, и все вытекающие последствия. Поэтому первое, что вам важно, восстановить режим дня. К нему же подключится режим питьевой, там больше потреблять жидкости, к нему же подключится пищевое поведение, как-то его изменить, если человек действительно хочет у вас получить хороший результат. И к нему же подключится та же самая физическая активность. И по физической активности у меня есть небольшой лайфхак. Я сам активно занимаюсь спортом, и за последний год я скинул 10 килограмм. Занимаюсь в частности бегом, плаванием и велосипедом. Недавно участвовал даже в триатлоне. И важный момент — это свой личный пример. То есть сложно советовать человеку: похудейте, если ты сам не был в его теле, скажем так, не был в его шкуре. Но если ты сам на себе ощутил этот момент, когда ты скинул большое количество килограмм за определенный период времени и знаешь, что ты ощущал в этот момент, знаешь, как ты это переживал и так далее, становится гораздо проще. Поэтому свой личный пример можно передавать таким образом через приложения. Сейчас очень много разных приложений для физической активности. Одно из них — это Strava. Strava позволяет записывать ваши тренировки. Допустим, вы были на пробежке, включили Strava, побежали, или прошли гулять, или поехали на велосипеде. Любая физическая активность, которая требует движения, И она записывает GPS-точку, записывает, с какой скоростью, где вы были, какой километраж вы преодолели. И можно настроить так
телефон и это приложение, что у вашего клиента будет приходить уведомление на то, когда вы позанимались. То есть вы пробежали, допустим, 5 километров, выключили страву, и человеку тут же приходит уведомление, что вы закончили тренировку. И это его будет тоже мотивировать. Он также начинает, если у него есть какие-то ограничения, больше ходить. Если ограничений никаких нет и женщина достаточно спортивная, она может бегать, ездить на роликах, кататься на велосипеде и так далее и тому подобное, и записывать эти тренировки в это приложение. И это даст возможность вам отслеживать ее активность, мотивировать своей активностью также ее, ну и получать хорошие результаты. Поэтому после образа жизни, вот режим дня возьмем, подпишем образ жизни. Третье – это личный пример. И вот эти 3 основных пункта очень важны. Первое – это цель, которую вы должны поставить на первом сеансе. Второе – это образ жизни, чтобы человек хоть как-то его сдвинул. И третье – личный пример. То есть ваши тренировки, ваша физическая активность и, возможно, ваша какая-то история похудения. Это будет мотивировать человека. Ну и в завершении хотелось бы проговорить такую тему, что массаж не помогает человеку похудеть. Массаж работает на кожу и подкожно-жировую клетчатку, улучшая ее состояние за счет улучшения питания, за счет вывода лишней жидкости из тканей, за счет улучшения микроциркуляции и улучшения эластичности кожи. Помогает человеку похудеть физическая активность, то есть больше расход калорий, меньше их потребление. Во всем остальном антицеллюлитным массажем можно получать очень хорошие результаты, но если человек этого действительно хочет. Ну а для того, чтобы он этого хотел, нужно учесть эти 3 пункта, то есть дать ему понять, что все можно изменить. Главное не лениться. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было вам полезным. Увидимся в новых роликах. Всем пока-пока.